Криптовалюта – это новое направление, это разновидность валюты, но любая валюта – это система взаимообмена между пользователями. Раньше люди пользовались системой обмена бартерным способом. Ну, давным-давно, когда фермер выращивал, может быть, картошку, он ехал на рынок и обменивался с теми, кто выращивал помидоры, огурцы, кто-то, может быть, одежду шил. Таким образом, они обменивались этими товарами. И давным-давно появилась мера обмена. Это золотые монеты, серебряные монеты, которые в маленькую, скажем, товар, то есть это тоже был по сути товар, который имел высокую емкость. За счет высокой емкости и ценности товары начали обмениваться через этот товар, который назывались деньги. Со временем деньги начали переходить в бумажные деньги, и инфляцию, вообще человечество пережило инфляцию, особенно в бумажных деньгах, и кризисные моменты в бумажных деньгах очень много. Один из таких неприятных моментов, когда финансовые воротилы даже тех времен обязывались тем, что золото опасно хранить дома, его можно украсть, да, ну и так далее, и так далее. Они давали закладные свои расписки в виде, скажем, такого денежного обеспечения под золото. И таким образом, ну, скажем, эти неприятные моменты были даже сделаны со странами, которые принимали такие залоговые расписки, и были неприятные ситуации даже в истории многих стран. Когда мы начали переходить в 20 век, в 20 веке появились, ну, скажем, электронные деньги, уже сначала карточные такие деньги в виде пластиковых карт, это середина 20 века, а конец 20 века даже тип электронных денег. Карточки MasterCard, Visa, American Express. То есть это те карточки, которые позволяют нам прийти в любой стране, прийти к банкомату, либо рассчитаться в любым товаром в любой стране без всякого обмена валюты. То есть очень удобная форма. И затем, конец 20 века, электронные деньги, которые подошли, связанные в интернете. Я вспоминаю конец 90-го, начало 2000-х годов, когда появились электронные деньги. Никто не понимал, что это такое. Вообще не понимали, как это все происходит, и многие говорили, как в интернете, какие могут быть деньги, да? И сегодня электронные деньги набрали серьезный оборот, во всем мире огромное количество электронных денег. Конец 2009-2010 год, родилась новая технология блокчейна, которая позволила вывести, скажем, систему обмена между пользователями по специальным алгоритмам. И ценность этого направления заключилась в том, что, оказывается, деньги или система взаимообмена между пользователями может вот в виде денег не просто быть денежной единицей, скажем, платежным средством, а это платежное средство может еще расти в цене. Это большая ценность, скажем, денежного взаимоотношения между людьми, и таким образом появился термин криптовалюта. И в основном криптовалюта появилась такими знаковыми, скажем, первопроходцами, пионерами, как биткоин, эфириум. Сегодня огромное количество криптовалют. Я, наверное, вот сижу, пока пишу это интервью, но как минимум, наверное, 2-3 криптовалюты уже появилось. И крипторынок – это огромнейший рынок, на котором сегодня создаются огромные технологии, связанные с системой взаимообмена между пользователями. Окунаясь в крипторынок, понимаешь следующее, что один день в криптобизнесе сегодня сравнивается примерно с одним месяцем, ну скажем так, интернет-бизнеса. Да? А если сравнить его с традиционным линейным бизнесом, то, наверное, это 1 год. То есть вот один день в криптобизнесе сравнивается по эффективности, по опытности, это как год в линейном бизнесе. И все, кто находится в криптобизнесе, сегодня очень сильно прогрессируют и растут. И, естественно, человечество понимает, многие понимают, как вот пришли электронные деньги когда-то, да, как когда-то пришли пластиковые карты когда-то. Точно так же в наш мир придут криптовалюты. Хотим мы или не хотим, они уже пришли. Хотим или не хотим, они будут. Хотим или не хотим, они будут развиваться. И нам придется в любом случае ну, скажем, пользоваться этим направлением. Может быть, даже кто-то не будет знать, что это даже криптовалюта. Просто он получит карточку, уже связанную на основе криптосистем,
криптобиржи, он приходит в магазин там, или куда, в ресторан, или еще какие-то покупки делать. Он даже не будет понимать, что это криптовалюта, но это уже будет криптовалюта в виде пластиковых карт. А в ближайшее время даже с телефоном, смартфоном ты пришел. Эти технологии уже есть, кстати, с деньгами, не с деньгами, а с карточными такими счетами, как MasterCard, Visa. Точно так, когда ты по QR-коду пришел, оплатил в любом магазине. И он даже не будет понимать, может быть, человек, что это криптовалюта, но она, тем не менее, пришла. И в чем выгода тех, кто понимает, что такое криптовалюта, как я сказал, определение ценности, роста ценности криптовалюты в том, что, оказывается, чем больше пользователей пользуются криптовалютой, тем она имеет больше спроса, и она тогда начинает расти. Но здесь палка о двух концах. Спрос, порождая предложение, создает пузырь надутый, как в тюльпанной лихорадке в 17 веке в Голландии, как связанная с недвижимостью в конце 2007, 2006, 2008 год в мире надутым пузырем, да, как надутый пузырь с многими акциями и другими направлениями. Точно так, это вероятность надутого пузыря, и биткоин показал, что он вырос за счет спроса большого, да, а потом начал падать за счет того, что предложений было гораздо больше, чем был спрос. И сегодня мы видим, что биткоин, он опустился, как и эфир. И есть другое направление криптосистемы. Это система, которая основана на системе взаимообменов, под которой лежит какая-то технология или активы. И вот когда под криптовалютой или под криптосистемой, криптопрограммой, можно так сказать, существуют какие-то активы, и еще это есть система и меры взаимообмена между пользователями, то тогда эта криптопрограмма дает какой-то, как в акциях или в финансовых инструментах на фондовой бирже, есть такое понятие, как прирост капитала, показатель роста. А рост, почему растет инвестиционный инструмент в виде акций? Первое, спрос. Но самое главное, это активы, подкрепленные под этой акцией. И вот современные криптовалюты, они переходят в такое понятие, как СТО, то есть Security Token Offered, где торговля идет на биржу и где под каждым токеном подтвержденная акция компании либо с заявленным уставным капиталом и с наращиванием и предоставлением отчетности, что капитал растет, либо уже с существующим каким-то активом, который уже есть, который тоже может быть расти. Поэтому криптовалюты, криптосистемы, под которыми будет не просто спрос, но еще и будут активы, они имеют очень большой потенциал роста. И это то новая волна криптовалют, криптообменов, криптопрограмм, которые дадут человечеству невероятные возможности в потенциале роста, дохода и, скажем, возможности получать остаточный доход на свои вложенные средства.